Благодаря Apple Watch сейчас все больше популярность набирают умные часы. С этим трудно поспорить, но не каждый может себе позволить их приобрести. К счастью, все больше производителей изготавливают такие часы, и сейчас мы распакуем одни из них. Всем привет! Как-то я заказал себе умные часы из Китая, но в томительном ожидании уже и забыл про заказ. Спасибо за это большое Почте России. В обеденный перерыв проверил по трек-коду местонахождения и был приятно удивлен. Часы дошли, и я поехал их забирать. Вот скажите мне, пожалуйста, какого черта мне приходит уже 10-я посылка из Китая, но сотрудники почты не извещают о доставке? Неужели они ожидают, что я забуду о ней, и они смогут себе присвоить посылку? Или все-таки просто не так криво работают? А теперь пора распаковать. Упаковано достаточно плотно и качественно. Возможно, поэтому коробка от часов получила лишь пару вмятин. Еще с момента распаковки этого продукта я получаю удовольствие от качества коробки. Вот как, все плотно подогнано. А вот сравните с упаковками от Apple. Очень достойно. А еще улыбнула упаковка с пупырышками. Можно будет стресс снимать или просто полопать в свое удовольствие. Видим в центре в пакетике часовой блок. И он очень похож на Apple Watch. А почему бы и нет? Далее внутри находим инструкцию. Да кому она нужна? Где-то должен быть ремешок. Находим ремень. Так, теперь оторвем защитную пленку. Хотя, возможно, есть дельцы, которые ее не снимают. Они, наверное, еще и пульты от телевизора в пакетиках хранят. Ну и телевизор смотрят из коробки. Мы же оторвем. Мне не повезло, и часть клея с пленки осталась на экране. Но это не проблема. Пара движений пальцем, и экран кристально чист. Возьмем ремни, снимем какие-то лишние резинки и наденем на часы. Честно говоря, не ожидал, что ремни на тактильное ощущение будут настолько приятны. И нацепить, в принципе, их весьма несложно. Вот надели мы ремешки и понимаем, что резинки, оказывается, вовсе не были лишними. Но их тоже достаточно легко нацепить. Смотрите, как все очень красиво выглядит. А теперь посмотрим, что у них внутри. Включаем кнопкой с торца. Они быстро прогружаются. Выбираем русский язык. Они уже работают. Полистаем меню, чтобы оценить, что они вообще могут. Кстати, во второй створке в коробке лежал USB-провод для зарядки, который вы можете подключить или к зарядному устройству, или к своему компьютеру. В комплекте отдельного блока питания нет, но это не проблема, так как практически у всех есть смартфоны, и их зарядник вполне сгодится. Подключить к своему смартфону, неважно, iPhone у вас или Android устройство, можно двумя способами. Либо просто создав пару по Bluetooth, или же скачать приложение из App Store или Google Play. Приложение называется FundaWear или Funda, кому как удобнее. Кстати, его можно скачать и по QR-коду. Само приложение, честно говоря, немного коряво адаптировано под русский язык. Но пользоваться можно, и все ваши биоданные сохранятся здесь. Напомню, что эти часы могут подсчитывать затраченные килокалории. В них есть шагомер, подсчет расстояния, пройденного за день, качество вашего сна и замер частоты сердцебиения. Также вы можете принимать звонки, разговаривать через микрофон в них, ну и естественно звонить через них. Очень полезная штука, учитывая, что пару месяцев назад я начал бегать. Но проблема в том, что они слишком приглянулись моей супруге, и пришлось ей подарить их на очередную годовщину. До того, как эти часы отъехали супруге, пару дней я тестил их, искал изъяны, специально искал. Но чем больше я пытался к ним придраться, тем больше они мне нравились. Приятные на ощупь, качественно собраны, электроника работает достойно. Чего-то космического от них не ожидал и был приятно удивлен. Мне они очень понравились, начиная с упаковочной коробки, качества самой сборки, широкому функционалу и тактильными ощущениями. И еще, чуть не забыл, на полной зарядке они живут 3,5 дня.
И это достойный показатель. Итак, резюмирую. Мне они по нраву и вам рекомендую к приобретению. Ссылка будет в описании. Надеюсь, этот обзор вам окажется полезным. Спасибо за просмотр. Пока-пока.